Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И я его создатель и ведущая Екатерина Варади. Сегодня 84-й день с 1 мая, когда от нас ушел наш Ваня, наш младший сын Ваня. Сегодня был такой интересный день. За мной все время ходил Джек. Он увидел, что я собираюсь уезжать с дачи, и совершенно явно боялся, что я его там оставлю. То есть он ходил за мной по пятам. И когда я подходила к машине, чтобы что-то там положить, он пытался влезть в багажник, он пытался влезть на переднее сиденье. То есть он вообще пытался проникнуть туда, чтобы занять свое место. Вот знаете, как в этом анекдоте: хоть чучелом, хоть тушкой, но возьми меня с собой. И знаете, с одной стороны, это как бы весело и смешно, да, но вот его поведение сегодня натолкнуло меня на одну такую, мне кажется, важную мысль. Ну, для меня важную, по крайней мере. А, Но, скажем, если возвращаясь так вот ко дню, да, то мне очень не хотелось уезжать с дачи, там очень всегда спокойно, и там, несмотря на то, что там много воспоминаний, связанных с Ваней, но то ли я к этому начала привыкать как-то, то ли, то ли я не знаю, бывает, когда плохо, бывает лучше. Я всегда как-то чувствую там его присутствие. И в то же самое время там как будто бы время немножко замедляется. И ты можешь проживать свою жизнь более осознанно, более точно, более как-то глубоко. Но нужно было ехать в Будапешт, и я тут, вы знаете, как уехать с дачи каждый раз, даже когда вещей практически нет, это прям целая история. Там проверь свет, проверь, кондиционеры выключены ли, проверь, выключен ли бойлер для обогревания воды, выключена ли вода в саду. То есть вот эти вот выброси мусор, не дай бог ничего нигде, чтобы не осталось, миски Джековы опустоши, помой, посмотри, не осталось ли на столе что-то, какой-то фрукт или овощ, который может сгнить, пока тебя не будет, потому что мы же будем в отпуск уезжать, и в ближайшее время мы там недели только через 3 на дачу попадем. То есть хлопотно, вроде ничего не сделала, хлопотно. И вот при этом еще нервничающий Джек постоянно, я вывела его погулять, он даже есть не стал, погулял с удовольствием, ну, потому что я с ним была. Вот, а потом уже занял свое место около машины и внимательно за мной следил. И вот я как-то все, знаете, вот история, когда ты смеешься, что так собака себя ведет, думаешь, я ему говорила: дурачок, ты что думаешь, неужели я тебя могу оставить? Мы с тобой вместе поедем в Будапешт, мы с тобой обязательно вместе, мы будем с тобой вместе. Он вроде это понимает всегда. Но вот так подумаешь, что внутри скрывается в собаке, да, это же страх быть брошенным, страх быть разлюбленным. И, и вообще, что у него в голове происходит, так иногда хочется подумать, потому что вот, когда мы вернулись из Фрайбурга домой, я вернулась с Сашей, без Вани, то он безумно был рад меня видеть, но он все время искал Ваньку. То есть он возвращался, он все время, вот он шел за мной, он возвращался к входной двери и проверял, нет ли там, и так на меня смотрел, и, в общем, искал его по всем помещениям. И несколько дней он был беспокойным. Ну вот, кстати, собака сказать не может, но ты чувствуешь, что он никак не может понять, в чем дело. И ведь все это время он видит видел, как я плачу все время, да, он видит, как я молюсь, что стоит фотография Вани. Я не знаю, насколько он осознает, что это фотография Вани, но что я вот с этой фотографией разговариваю. И как это у него, интересно, складывается в голове, что вот был человек, не стало человека, понимает ли он, что этот человек ушел. А ведь собаки, они очень подолгу все помнят. Вот приезжала Вика, которую Джек не видел несколько лет. Он ее сразу узнал. Несколько лет для собаки — это полжизни. Вот Джеку будет 8 лет, 9 лет будет. И для него это полжизни. Вот то, что он Вику не видел, или там треть жизни. И, в общем, знаете, о чем я подумала? О том, что вот с нами живет собака, казалось бы. И мы не знаем, что у нее происходит в голове. Мы не можем понять даже того, кто рядом с нами. Даже, ладно, что говорить о собаке, мы во многом не понимаем и человека. И вот я хотела бы вернуться к вчерашнему дню, к истории, о которой я вам вчера не рассказала, потому что мне самой нужно было ее переварить. Она меня немножко
не немножко, а сильно, наверное, поразило даже. И опять вот задумалась о совпадениях. Вчера одновременно две женщины, обеих из которых я знаю, одну вообще очень давно, вторую не так давно, но тоже определенное время, они мне рассказали впервые о том, что обе они потеряли детей. Но они потеряли детей сразу после рождения. То есть в обоих случаях там родился недоношенный ребенок, и он практически не выжил. И обе эти женщины, они испытали очень сильное горе. Это даже нельзя сказать стресс. Это было сильнейшее горе. Обе эти женщины впали в депрессию, то есть это тоже было просто медицинское состояние депрессии. И обе эти женщины говорили о том, что их за очень маленьким исключением не понимали близкие. Вот у одной понимала только мама, а у другой кто-то из одноклассников или одноклассниц понял состояние этой женщины. И вот у нее, например, даже муж ушел из-за этого, потому что он не мог понять, из-за чего вот она так в таком состоянии оказалась. И как бы, вот невозможно, наверное, он посчитал, что эту проблему легче решить таким образом, да. Если что-то не понимаешь, то легче уйти. Разные реакции есть у людей, тут, опять же, не будем судить, да. И самое страшное в жизни этих женщин, кроме того, что они потеряли ребенка, было то, что они оказались практически в одиночестве, находясь в семье, находясь в окружении людей, которые их знают. То есть как будто бы им было отказано в праве на горе, потому что все к этому относились, как к делу житейскому. Ребенок умер, ты же на него даже посмотреть не успела, у тебя там и имени не было дано, по поводу чего ты переживаешь. И я почему очень хорошо это могу понять, потому что у меня такая ситуация была в жизни. У меня между Сашей и Ваней была одна беременность, которая была замершей. То есть плод умер где-то на 7-й неделе, то ли на 7-й, то ли на 8-й. Я очень хотела этого ребенка, но я всегда хотела второго ребенка, может быть, и третьего, да. И я очень этого ребенка хотела и очень ждала. И когда я попала к врачу, врач, у которого я рожала Сашу, он меня знал уже много лет к тому времени, тут лет, наверное, 8 точно у него наблюдалось. И это очень хороший человек. Он мне сказал, что нужно же после этого идти на чистку, потому что плод умер в утробе. И он меня хотел на следующую неделю назначить, потом на меня так посмотрел, увидел, видно, в каком я состоянии, говорит, знаете, нет, не будем с этим тянуть, приходите завтра. И я оказалась в палате, где все женщины были в той же ситуации, что и я. То есть все хотели детей, и все потеряли детей на ранних сроках. Причем на таком же сроке, как у меня. И потом врачи говорили, что вообще весь Будапешт был полон вот такими женщинами. Какая-то была то ли эпидемия, то ли какое-то заболевание было, которое поражало именно плод. И вот в моей палате были женщины от 19 до 42 лет, и все они потеряли ребенка, кто-то первого, кто-то второго, кто-то третьего. И то есть нельзя было сказать, знаете, как все же люди сразу, 42 года, понятно, почему потеряла, да, но здесь не только 42, здесь было и 35, и 25, и 30, и 19. И мы все плакали, переживали. К тому же, вот когда мы сидели в очередь на операцию, то там были же все люди, там были женщины, которые самостоятельно пошли на аборт. То есть они хотели этого, а мы-то этого не хотели. И такая тяжелая была психологическая ситуация. И вот я помню, что я вернулась домой, и все себя вели, как будто ничего не было. То есть никто не говорил об этом потерянном ребенке, ни муж, ни родители. Что это было, я не знаю. Я помню, что мама сказала типа того, ничего страшного, вдруг бы он родился больной, все, что Бог не делает, все к лучшему. Как-то так, знаете, вот у меня было сразу ощущение, что говорить об этом не стоит, потому что,
я даже не знаю, ощущение, что ты как дурак какой-то, который, как дура, да, говоришь о чем-то, что люди вообще не считают стоящим внимания. И поэтому, естественно, о тебе, в связи с тем, что это очень больно, ты не хочешь об этом говорить, потому что не хочешь, чтобы к этому относились так. Вот такой реакции ты не хочешь, что типа ерунда какая-то. Вот. И я на самом деле, сколько лет прошло, вот Ваня ушел, ему 21 был, плюс 4 года, где-то 25 лет прошло, я до сих пор этого ребенка оплакиваю. Не так, конечно, остро, но я все время его вспоминаю, у меня все время есть перед ним чувство вины, что я его не уберегла, что вот только я хотела ребенка, а все остальные как бы не хотели. И я, конечно, понимаю, что в этой ситуации Ванька, наверное, не родился бы, или родился бы уже не Ванька, а кто-то другой, потому что, ну, вряд ли бы ровно такая же комбинация генов в тот же день бы родилась. Но я благодарна тому, что у меня появился Ваня, но это не умаляет моего горя о том ребенке. И именно поэтому я этих женщин очень хорошо могу понять. Очень хорошо могу понять, потому что, вот представляете себе, если я так горевала после 7 недель, а если ты доносила ребенка практически до конца, там проносил 8 месяцев, и с ним что-то случилось, это же вообще ужас, потому что, по большому счету, мать, она начинает, ну, если мать хочет ребенка, если женщина хочет ребенка, то она начинает своего ребенка ощущать вот эту новую жизнь с самого первого момента. И поэтому вот для меня абсолютная дикость, когда говорят, что вот с какого-то времени это типа вот плод, который можно там убить, с ним что угодно сделать, а с какого-то времени он уже считается ребенком, и его защищает закон. Но личностью он становится только с момента рождения. А это так странно, потому что ты же понимаешь, что уже с самых первых моментов это абсолютно самостоятельная личность. Почему? Ну, потому что к 7-й неделе у плода, у ребенка уже бьется сердце свое в другом ритме. Оно бьется не так, как сердце матери. У него есть ручки, у него есть ножки, уже пальчики начинают формироваться. То есть это абсолютно самостоятельный человек. И вот я помню, что ам, когда я вообще к врачу пришла и сказала, что вот мне кажется, у меня будет ребенок, и он мне первый вопрос задал: а вы будете сохранять? Я на нее посмотрела абсолютно дикими глазами, потому что мне казалось вообще просто диким сам вопрос. Как можно не сохранить ребенка, который в тебе? Это же твое, это же живое. Ну, сейчас, конечно, общество во многом думает по-другому, но это вот мои впечатления, я рассказываю. Вот, и а, я думаю, что, знаете, это так интересно, что обеих этих женщин я знала давно, но впервые рассказали об этом только сейчас. Они, видимо, потому что они понимали, что я их пойму. Потому что они знали, что у меня была такая потеря, они понимали меня. И что я, узнав об их потере, не отмахнусь. И не скажу, что, ну, это какая фигня, разве ты можешь сравнить с моей потерей, когда вот Ваня ушел в 21 год. А, И вот это мы опять возвращаемся к вопросу «не суди». Да? А, Как-то я, когда еще моложе была намного, мне казалось, что потерять, вот когда у меня маленькие были дети, мне казалось, что потерять маленького ребенка это вообще ужасно. А вот когда там ребенка теряешь там в 30-40, он уже взрослый. Наверное, это уже не так тяжело, думала я. А вот сейчас я понимаю, что потерять ребенка в любом виде, хоть и в любом возрасте, там в 40, в 30, в 50, в 60, это все равно безумно больно, это абсолютно неестественно. И вот это вот наша общая попытка измерить боль и сказать, у кого она сильнее, у кого она слабее, она настолько не выдерживает критики, это абсолютно абсурдная вещь, потому что как можно вообще заглянуть в сердце какого-то человека? Мы все разные. Реакция наша абсолютно разная. Кто-то... Вот я считаю, что я относительно легко пережила уход вот этого ребенка, который не родился, потому что, да, было всего 7 недель, потому что я как-то тоже сходила на биорезонанс, он мне показал, что в тот момент у меня была токсоплазма, это вот такая, я не помню уже точно, что это, то ли вирус, то ли бактерия,
токсоплазмоз, это он бывает у кошек, но не только у кошек, то есть он достаточно распространен. Самое ужасное, что взрослый это может перенести нормально, даже не заметив, а для ребенка это может быть смертельным и может привести к определенным уродствам, несовместимым к жизни, болезням и так далее. И поэтому вот когда я об этом узнала, у меня как-то было, наверное, что вот Господь решил, что лучше, чтобы он не родился, чтобы он не страдал. И я как-то легко это перенесла. Но не все, во-первых, в тот момент у нас был владыка Павел, и он как-то со мной очень душевно поговорил по этому поводу. Я, конечно, вся в слезах к нему пришла, и я получила очень такую хорошую духовную помощь. Но ведь не все ее могут получить, и у всех психика разная. Есть люди, которые намного более чувствительные, намного больше чувствуют связь с ребенком, чем вот, например, чувствовала я. И поэтому вот вообще измерять чье-то горе по поводу чего-то, по поводу каких-то любых переживаний, даже не обязательно мы говорим о потере, а в принципе по поводу, вот кто-то переносит неудачу на экзамене легко, там типа, ой, да сдам еще раз, а у кого-то начинается прям депрессия и страх безумный, к примеру. Да? Я вообще знаю случаи, когда девочка, написав плохо контрольную, маленькая подросток, вышла из окна. И совершенно точно, что ее родители никогда бы в жизни этого не хотели. И она просто, для нее это была трагедия, а для другого нет. То есть как можно вообще на одну доску ставить разных людей? Никак. И вот это вот «не суди», оно как-то, знаете, меня настолько пробило, вот именно вчерашний день пробило. Я думаю, во-первых, как же здорово, что все-таки я сделала, не я, опять же, я не считаю, что я его сделала, мы как раз с мужем сегодня говорили, мне кажется, что это мы, он, потому как я приняла решение о создании этого канала, вот мне муж говорит, это не ты решила, это там было решено, и ты могла отказаться, но ты не отказалась. Но решила не ты, потому что он-то меня знает очень хорошо. Я никогда в жизни на Ютубе не лазила и ничего не делала, и никогда не рвалась вообще. И он-то понимает, что для меня это было совершенно неестественным для меня решением. И вот есть, знаете, вот какие-то темы, да, вот как тема, например, прощения, которая все время ко мне возвращается, как тема неосуждения. И вообще, чем дальше ты живешь, тем понимаешь, что ты так мало знаешь об окружающих. И знаете, я много читала классической русской литературы, в том числе и медицинской, кстати говоря. Ну, вы знаете, Булгаков был врачом, Бунин или Куприн, вот я их почему-то все время путаю, кто-то Куприн, по-моему, был тоже врачом. И у них, соответственно, есть книги, которые посвящены именно конкретно медицинской теме. И я вспоминаю сейчас чей-то роман, я сейчас не вспомню даже ни какой роман, ни конкретно кто написал, почему-то мне кажется, что Гончаров или Тургенев, вот у меня такое ощущение. Там описывался быт помещика, жизнь помещика. Нам была какая-то своя интрига, и как боковая ветвь повествования. Был рассказ о женщине, то ли сестре, то ли там какой-то родственнице этого помещика, у которой был муж, у которой были дети, она жила рядом. И вот они говорили, что она все время жалуется, стонет, она жалуется на усталость, хотя ничего не делает, ей все время нужно полежать, она в полуобморочном состоянии. И как бы вот из этого повествования выходило такое ощущение, что вот эта женщина, она симулянтка, она просто лентяйка, вот она ей хотелось таким образом привлечь к себе внимание. У читателя складывалось такое впечатление. И только потом, кстати, на нее вообще не был никакой акцент сделан в повествовании, просто вот я так вспомнила, почему-то мне вот запомнилось это мне тогда. И потом выясняется, что там проходит год-два, и эта женщина умирает. Она просто мельком, опять же, упоминается, что она умерла, опять же, по какой-то непонятной болезни, потому что как врачи не могли понять, от чего ей плохо, а так они не смогли понять, от чего она умерла в таком молодом возрасте. И у меня тогда, знаете, просто так мелькнуло. Я думаю, боже мой, каково же было этой женщине, которая действительно, видимо, было плохо, раз она умерла через короткое время от этого же. Ей действительно было очень плохо. Она действительно испытывала безумную слабость, хотя ничего не делала. Она, наверное, по этому поводу страдала. Я помню, когда у меня была депрессия, вот ты встаешь утром, и у тебя нет сил. И ты себя ругаешь, думаешь, ну ты же ничего не делала, чего ты устал? Ну, и вот это, как всегда, знаете, сам с собой. Ну, давай, вставай, хватит уже. Возьми себя в руки, соберись. Вот то самое, как нельзя разговаривать с человеком. Вот как нельзя разговаривать с женщиной, которая потеряла ребенка или хоть кого-то потеряла. Соберись, давай. Надо говорить, я с тобой.
Я с тобой, я тебя понимаю, я тебя люблю, я сопереживаю тебе. Давай вместе попытаемся. Мы будем с тобой вместе все время, и сколько бы ты ни горевала, я буду всегда с собой. Говорить это себе, сам с собой тихо вести беседу, да, и говорить это людям, которые рядом с тобой. И вот если подумать об этой женщине, то она же понимала, что все вокруг нее чувствуют, что она как бы симулянтка. А если вспомнить, что в XIX веке еще вообще не знали про щитовидную железу, не знали про гормоны, не знали про кучу всего, которое можно было, наверняка бы сейчас было диагностировано, а сейчас сколько всего мы не знаем. И все равно получается, что мы все время судим. И вот это вот такой момент, который меня, например, заставляет очень сильно страдать, потому что вот эти мысли, вот это когда ты судишь кого-то, они все равно приходят автоматически. То есть мы как будто бы воспитаны в этом, что мы ставим, вешаем ярлыки на всех, что вот этот такой весь из себя слишком чувствительный, этот слишком, наоборот, нечувствительный. То есть каждого мы развесили, ярлыки понавешивали и считаем, что мы как бы имеем на это право. Вот. Так что, в принципе, вот этот мой день был, наверное, сегодня об этом. И о том, что я так рада, что я могу здесь с вами говорить. И не потому, что я могу кому-то вот напрямую помочь. Не потому, что я кого-то могу вылечить. Не потому, что я знаю ответы на все вопросы. Я сама для себя их не знаю. А потому что вот, например, тем женщинам, которые мне пишут, им не нужно объяснять, почему они плачут. Им не нужно объяснять, почему они горюют. И вот одна из этих женщин мне вчера сказала: ты знаешь, когда ты не можешь высказать свое горе, оно тебя выжигает изнутри. Оно постоянно тебя выжигает. Поэтому очень здорово, когда человек по характеру может, просто может открыть рот и сказать. И вот я так думаю, боже мой, если я хоть кому-то помогу высказать эту боль, чтобы она больше не выжигала изнутри. Если я кому-то помогу не быть одному в этой ситуации, то это же здорово. И вот я очень желаю каждому из вас, каждому человеку, вообще каждому человеку, чтобы вы не остались одни со своим горем никогда, если у вас будет какое-то горе. Неважно, какой будет повод у этого горя, но чтобы вы не остались одни, чтобы и чтобы вы не оставили одним никого, кто рядом с вами, кто может испытывать эмоцию, которую вы, например, не понимаете. Вот сейчас еще не понимаете, потому что время не пришло, вы не созрели, а может быть и не поймете никогда. Но оставляйте вот это вот право, поле другому человеку для выражения его эмоций, не дискредитируя их, не оценивая их никак, а просто сказав, что я с тобой. Не хватит переживать, а я с тобой. Я душевно тебя обнимаю, я тебе сочувствую, я, может быть, не понимаю, что ты ощущаешь, но я очень хочу понять. Я с тобой. Если, мне кажется, это будет так со всеми, то, наверное, это будет очень-очень здорово. Вот. Спасибо вам, мои родные, за то, что вы меня выслушали. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. Желаю вам всегда быть понятыми. И всегда, чтобы рядом с вами оказались люди, которые смогут быть с вами по-настоящему. Всего вам хорошего, мои дорогие, спокойной ночи и хорошего дня. У кого как.